Развязка в войне. Принято срочное решение насчет завершения конфликта. Время заявлений проходит. Наступает период сделок и громких действий. НАТО напрямую угрожает РФ. Пока летят жесткие заявления и обвинения. Когда полетят самолеты и ракеты? Сделано четкое, сильное и конкретное заявление. Озвучены сроки и действующие лица. Знаем и расскажем. Лидеру страны грозит полное уничтожение. Сюрприз для воинствующей стороны подготовлен. Какой и кто на прицеле? Тайные договоренности России с КНДР. Пока все заняты Ираном, они планируют невообразимое, расскажем. Массовая сдача в плен на фронте. Озвучена неожиданная причина. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Пару дней и все изменится. Такое загадочное заявление сделал Дональд Трамп по поводу развития жесткого конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Что именно, по-вашему, лучше, чем прекращение огня? Чего вы добиваетесь? Окончание, настоящего окончания, не перемирия, конца. Вы имеете в виду постоянное прекращение? Да, или полный отказ от борьбы. Президент США заявил, что у Ирана просто не должно быть ядерного оружия. А что касается сделки, то тут все зависит от его настроения. Я вел переговоры, я им говорил, заключайте сделку. Им надо было заключить сделку. Их города теперь лежат в руинах, а мы потеряли много людей. Им надо было согласиться. Я повторял, заключите сделку. Но сейчас я не в том настроении, чтобы вести переговоры. Напомним, Трамп 2 недели назад также обещал важное решение по войне в Украине через, цитата, 2-3 недели. Посол Израиля в США тем временем заявил о подготовке неожиданного удара по Ирану в ближайшие дни. Когда пыль уляжется в четверг вечером и пятницу, вы увидите сюрпризы, по сравнению с которыми операция с пейджерами покажется простой. А пока один за другим навсегда исчезают ближайшие соратники аятоллы. Израиль отчитался об уничтожении главы иранского генштаба, второго за несколько дней. Али Шадмани был назначен на должность после гибели его предшественника. Текучка жесткая, но не без причин. В результате точных данных, полученных разведывательным управлением Цехал, ночью во вторник ВВС Израиля нанесли удар по командному пункту в самом центре Тегерана и уничтожили Али Шадмани. Предыдущий начальник генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Мохаммед Багири погиб в результате израильского удара 13 июня. Вместе с ним были ликвидированы по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров, в том числе командующий корпуса стражи Исламской революции, глава штаба экстренного реагирования. Также Цехал заявлял о гибели командующего аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде, командующего беспилотной авиацией Тахира Пура и командующего противовоздушной обороной Дауда Шахьяна. Предупреждают и самого аятоллу Хаминеи. Мы точно знаем, где скрывается так называемый верховный лидер. Он легкая мишень, но находится в безопасности, по крайней мере, пока мы не собираемся его устранить. Однако и не хотим, чтобы по мирным жителям или американским солдатам стреляли ракеты. Наше терпение на исходе. Можешь, мол, закончить, как повешенный Саддам из соседней страны. Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по гражданам Израиля. Пусть он вспомнит, что произошло с диктатором в соседней с Ираном стране, который однажды выбрал путь войны с государством Израиль. Исраэль Кац не назвал прямо, кого имел в виду. Но мировые СМИ расшифровали месседж главы оборонного ведомства Израиля как намек на судьбу Саддама Хусейна. После оккупации Ирака войсками международной коалиции во главе с США тиран вынужден был скрываться, а потом был схвачен и повешен. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, если аятолла Али Хаминеи будет убит, это не приведет к эскалации конфликта между Исламской Республикой и Израилем, а положит этому конфликту конец. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем.
Зачастил. Сергей Шойгу снова прибыл в Пхеньян. Второй раз за 2 недели и третий за 3 месяца. Как обычно, московского гостя принял лично дорогой товарищ Ким Чен Ын. Официально цель визита сформулирована максимально непонятно. Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Возможно, такая туманная формулировка была вызвана неуверенностью Кремля в результате поездки. Но после встречи Шойгу с Кимом ТАСС стал более конкретен. Северная Корея согласилась направить в Курскую область 1000 саперов и 5000 военных строителей. Ранее КНДР прислала по 11-12 тысяч обычных солдат. Половину уже потеряли. Кроме пушечного мяса, коммунистический режим поставляет России артиллерийские снаряды, ракеты, минометы и артиллерию. Возможно, Шойгу по просьбе шефа пытается уломать корейского диктатора увеличить объемы помощи, пока внимание мира занято событиями на Ближнем Востоке. А в интернете тем временем шутят, что Ким Чен Ын расстроен, мол, весь мир бомбит друг друга, а его даже не пригласили. Пленных столько, что уже некуда девать. В окопах под Лиманом россияне массово сдаются ВСУ. Об этом рассказал пресс-офіцер 63-ї отдельной механизированной бригады ВСУ в ефірі Армія ТВ. Окрім, власне, представників Російської Федерації, зараз досить багато полонених з інших країн. Тобто це Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Таджикистан. Вопреки громким заявлениям Путина и его подельников о толпах, желающих подписать контракт, в рядах насаждающих русский мир в Украине все меньше россиян. Командиры обходятся с иностранными наемниками не лучше, чем с соотечественниками, бросают на произвол судьбы. В наших краях дуже гірка трава, а зранку немає роси. Российские дроноводы кормили так называемых «своих» в буквальном смысле патріотизмом. Якось намагалися випросити, щоб їм скинули якусь провізію, їм скидали російський прапор. Щоб вони з ним там побігали, щоб познімали, начебто вони там взяли якесь село. Что ж, выходит, вместо толп, желающих подписать контракт, толпы, желающих сдаться. Сильнейшая армия Европы с боевым опытом, ВСУ, теперь учит европейцев. Украинские бойцы делятся опытом с эстонцами, особенно по борьбе с вражескими дронами, от обнаружения до уничтожения. Тренеры учат курсантов, как найти, засечь и уничтожить беспилотники врага. Полный цикл. Артиллерия – бог войны, а дроны – его глаза, говорят инструкторы. После курса эстонские добровольцы из Кайцейлита, добровольной военизированной организации, входящей в состав сил обороны Эстонии, станут костяком нового подразделения по беспилотникам. Тем временем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал, что его страна не собирается только обороняться в случае войны, пишет Defense One. Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, мы принесем войну в Россию, цитирует министра издания. А что дальше? Цепная реакция? Страны НАТО одна за другой начнут угрожать РФ войной. И когда полетят не слова, а самолеты и бомбы. Пока в России стахановскими темпами возрождают культ Сталина, в Беларуси внезапно снесли кафе с портретом вождя народов. Владелец — гомельский предприниматель, известный поклонник Александра Григорьевича и горячий сторонник репрессий в отношении его оппонентов. Уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, дорогой высокоуважаемый Александр Григорьевич, обращаюсь к вам как защитнику белорусского народа и как главе нашей любимой Беларуси. По словам предпринимателя, что самое ужасное, с памятью советского тирана не церемонились. Эти люди срывали портрет Иосифа Виссарионовича Сталина в год 80-летия победы над фашистами. Эти люди разгромили по-бандитски рабочие места. Предприниматель раскрыл заговор и назвал всех врагов народа. Правда, оказалось, что душат бизнес не недобитые оппозиционеры, а лично руководители города и области. Так и хочется воскликнуть: «Сталина на них нет!» Кстати, а как вождь поступал с бизнесменами? И как с ними поступает Лукашенко? Поддержка войны в российском обществе резко снизилась, во всяком случае материальная точно. Суммы пожертвований на нужды армии сократились в 4 раза, подсчитало издание «Верстка». В 2024 году волонтеры смогли собрать только около 12 миллиардов рублей против 39 миллиардов годом ранее. А количество постов с призывами поддержать агрессию рублем осталось почти на прежнем уровне. Похоже, уставать от войны начали даже турбопатриоты. Бойся!
Мы идем! Гойда! Гойда! Пришло время патриотических прогнозов о неминуемом крахе доллара. Наоборот, близкие к власти эксперты теперь требуют уронить рубль. Александр Шахин, которого называют руководителем профсоюза российских олигархов, призывает девальвировать курс национальной валюты. Я думаю, что курс в диапазоне 90-100, наверное, это то, к чему бизнес может и бюджет будут не то чтобы рады, но это, так сказать, диапазон, в котором можно работать. Потом, правда, Шахин вспомнил и о широких массах соотечественников. В то же время это не сильно, ударится и по гражданам, поскольку граждане видели и не такой курс. Для того, чтобы подлатать дыру в бюджете, властям России нужен еще более слабый рубль, около 110-120 за доллар. Но правительство и Центробанк опасаются неизбежного разгона инфляции, сообщал ранее Reuters. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.